Дань, привет! Рассказывай, как ты, как у тебя дела, как сбор? Привет, да все хорошо. Даже если сравнивать с прошлогодним сбором, как-то странно, но в этот раз раза в 2-3 лучше все происходит и как-то быстрее начал входить в форму. И надеюсь, что это не станет ключевым минусом в дальнейшем. Сложнее всего сейчас дается накат программ, потому что все равно очень давно не катали полноценные прокаты. В целом прыжки восстановить после отпуска, буквально неделю занимает. А вот восстановить свою дыхательную систему в программах — это, конечно, тяжелый труд. Чуть больше нагрузок появилось именно в эту область. Больше катаем макетов, больше катаем программы какими-то кусками, какими-то двойными прокатами. То есть чуть больше нагрузки именно на прокаты сейчас даем. Понятно, что прошло не так много времени, но можешь назвать главные плюсы от перехода в группу Светланы Владимировны? Первый, наверное, главный плюс, что здесь всегда могут помочь и как-то подстроиться под тебя, потому что если ты неважно себя чувствуешь как-то, и тренер это видит, то есть Светлана Владимировна видит, что что-то с тобой не так происходит, то она сделает тебе программу легче, либо, в редких случаях, конечно, отпустит тренировки, но иногда подстроится под тебя. Наверное, это главный плюс. Второй, наверное, главный плюс, что у Этери Георгиевны, конечно, в последнее время уже, конечно, потихоньку были мальчики, и Андрей Мазалев. Конкуренция была более-менее, но здесь, конечно же, в 2 раза больше конкуренции, потому что очень много мальчиков. У нас сейчас, по сути, большая мужская группа. Рома Саосин, Марк, Гриша, даже тот же Тёма Маринин подрастает потихоньку. Конкуренция большая, и ты все время, во-первых, с позитивом тренируешься, то есть где-то увидел что-то, что сделал один парень, пошел, сделал еще раз то же самое. Больше конкуренции здесь, наверное, и тебя это стимулирует, чуть-чуть мотивирует. В этом, наверное, тоже есть плюс большой. А когда ты чувствуешь, что ты в чем-то отстаешь, это раздражает или нет? Внутри где-то чуть-чуть, не то что даже раздражает, делает на тебя сильнее. Ты хочешь пытаться догнать того спортсмена, от которого ты отстаешь. Пытаешься выучить то, что тебе не хватает до того спортсмена, которого ты отстаешь. Если ты будешь это много-много раз делать, через некоторое время у тебя получится. Я это уже не раз проходил, уча какие-то сложные прыжки. Тот же тройной аксель, извините меня, я учил 3 года, а 4 луц я выучил за 2 недели. То есть все по-разному. Если ты очень много будешь трудиться над этим, то у тебя в любом случае в какой-то момент это получится. Прошлый сезон чему тебя научил? Никогда не отчаиваться, никогда не сдаваться, потому что, честно скажем, прошлый сезон получился очень неудачным. Мне Светлана Владимировна это сразу сказала, когда я перешел в группу. Она сказала, что вот этот сезон будет очень тяжелый, и она мне предлагала вообще его пропустить, но поскольку я не любитель искать легких путей, я пытался до конца бороться. Наверное, с каждым стартом было тяжело находить в себе силы, когда ты знаешь, что ты приезжаешь на старт, а предыдущий старт у тебя не получился, и так каждый старт. Я понимал, что нельзя отчаиваться, тем более слова Светланы Владимировны всегда помогали. Ее поддержка всего тренерского штаба, и Станислав Владимирович, и Виталий Юрьевич, которые со мной были рядом на всех соревнованиях. Внутри себя я понимал, что у каждого спортсмена, наверное, должен быть как минимум 1 провальный сезон, чтобы потом в дальнейшем стать сильнее. Не было такого, что пожалел о том, что перешел? Ни разу, никогда не пожалел. И даже при том, что у меня не получается сейчас что-то, я никогда не пожалею, потому что сейчас я от фигурного катания получаю искреннее удовольствие. И каждый день прихожу на тренировки, понимаю, что мне нравится этим заниматься. Как ни странно, но в 21 год уже мне нравится фигурное катание. Прям сроков не давал себе, по которым делать буду выводы. Просто стараюсь забыть предыдущий сезон, и хочется, во-первых, как минимум доказать себе, во-вторых, хочется доказать своей семье, потому что они в меня столько вкладывались, и в предыдущем сезоне очень много сил вложили в меня, и хочется обратно вернуть все вложенные силы, средства и так далее, и хочется доказать, что предыдущий сезон был один провальный, и следующие сезоны будут все лучше и лучше. Расскажи про постановку программ, поиск
новых образов? Я всегда хотел попробовать с разными постановщиками поставить программу. К сожалению, не всегда удавалось у Этергерна, это потому что у нас был один постановщик Даниил Маркович, а вот здесь есть свобода, ты можешь с разными постановщиками пробовать. Мне очень давно хотелось поработать с Мишей Калидой, потому что, как мне кажется, у нас очень похожий стиль катания. Мы оба достаточно пластичные, мягкие, и мне казалось, что мы можем сойтись в постановке вместе. Сразу понимал, что хочу поставить с ним короткую программу, потому что короткую программу планировал медленную и что-то в таком лирическом чуть-чуть стиле. Миша не мог приехать в Москву, потому что у него только недавно родился ребенок, и он сразу мне об этом сказал. Я сказал, не проблема, я приеду в Питер. Спасибо большое Светлане Владимировне, которая отпустила меня в Питер на постановке. Приехал, мы буквально 3-4 дня, наверное, поработали над программой, поставили короткую программу, чему я очень рад. А произвольную программу я, поскольку с Егором Мурашовым очень давно знаком, мы с ним катались вместе в «Москвиче» еще, когда мне было 8 лет. И мы с ним очень хорошо дружим, и я видел, как он ставит в программе Рому Савосину. И я как-то в конце прошлого сезона, по-моему, сказал ему: ты не расслабляйся, в следующем сезоне мы обязательно с тобой поработаем. Мы начали подбирать образ, потому что сначала я хотел одно, Светлана Владимировна сказала, что нет, и я ему сказал, вот найди мне что-то похожее, потому что очень мне хочется скатать этот образ. Он буквально следующим вариантом нашел образ, который понравился и мне, и Светлане Владимировне, и мы приступили к постановке произвольной программы. 1,5-2 недели, наверное, трудились над произвольной программой. Пока то, что я слышал от других специалистов, которые видели эту программу, всем очень нравится, и сказали, если ты будешь это катать так на соревнованиях, то это будет круто. От нового сезона чего тебе хочется больше всего? Если я буду показывать чистые прокаты, хорошее катание, хорошую свою артистичную составляющую, то в целом успехи какие-то придут. Самое главное — себя хорошо показывать. Ну и, конечно же, хотелось бы побед. У нас в мужском одиночном уже с прошлого сезона была невероятная конкуренция. То есть у нас в целом по нарастающей с каждым сезоном, начиная даже с чемпионата России в Челябинске. Это, наверное, больше интересно даже, когда ты выходишь на лед, понимаешь, что вот может один спортсмен занять первое место на одном соревновании, а на втором соревновании вообще тот спортсмен, который последнее место занял на том соревновании, может выиграть. То есть это всегда интересно, непредсказуемо. И, конечно же, тебя подстегивает, потому что ты понимаешь, что ты не можешь выделяться из этих спортсменов. Не хочется быть там последним все время на всех стартах. Поэтому конкуренция в мужском, конечно же, только подстегивает, никак не давит на меня. Ну и подрастающее поколение, мы это понимаем, что совсем скоро к нам выйдут Лев Лазарев, Арсений Федотов. Ну, страха никакого нет, честно скажем. Страха нет никакого, потому что я с ребятами уже катался на Кубке Первого в Питере. И, ну, это легендарный прокат, я думаю, все помнят, когда я выиграл произвольную программу у них. Поэтому я уже с ними соревновался, мне не страшно, это только хочется повторить еще раз, наверное, это. На самом деле с ребятами, юниорами круто соревноваться, потому что ты понимаешь, что они молодые, им все легче дается, а когда у тебя получается, ты думаешь, вот мне уже тяжелее все дается, и у меня получилось, и это как-то двойной вкус победы даже.